Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Все мы с чего-то начинали. В этом видео выполним коррекцию на работу начинающего мастера, который учился по YouTube роликам. Что из этого получится? Смотрите, поехали! Осмотрим исходное состояние ногтей. Этот маникюр моей модели выполняла ее подруга, которая научилась нашему мастерству по роликам из YouTube. Что удивительно, что я не вижу отслоек, но при этом ногти очень сильно смотрят вниз. Видимо, мастер просто не знал, что их нужно исправлять и поднимать в клюющий кончик. Наша задача сегодня поднять клюющие кончики, сделаем красивый дизайн, в общем, как всегда, будет интересно. Для коррекции необходимо снять 2/3 старого материала до тонкой подложки. На свободном крае можно полностью не снимать покрытие, так как он нам пригодится для того, чтобы поднять клюнувшие кончики. Мизинец у моей модели сломанный, его придется донарастить. Сейчас ногти выглядят очень массивными за счет объема материала и за счет формы, поэтому мы поменяем форму на миндаль. Возможно, некоторые зададут вопрос, почему мы делаем коррекцию, а не перенаращивание, и в таком случае проще убрать полностью длину и нарастить ногти заново. Но на мой взгляд, это не настолько интересно. Помимо этого, такие ногти можно справлять различными способами: верхними формами, акригелем, гелем, любым другим материалом. На моем канале уже есть подобные видео, поэтому сегодня будем исправлять полигелем. Это один из самых быстрых способов. На большом пальце ноготь сильно перекручивается, если посмотреть в торец, это также необходимо исправить. Ногти не только загибаются, но и скручиваются вовнутрь. Пушером приподнимаю кутикулу, здесь она стелющаяся на ногтевую пластину, много птеригия, его зачищаю прямоугольной стороной пушера. Чем лучше мы приподнимем кутикулу, тем проще нам будет работать аппаратом. Сгладим переход между натуральным ногтем и искусственным материалом пилкой 180 грит. Нахожу самый короткий ноготь, это безымянный, начинаю опил с него. Мы неспроста выбрали форму миндаль, потому что на вниз растущих ногтях она будет смотреться более аккуратно и легче ее приподнять. На мизинце убираем натуральный свободный край под ноль для того, чтобы потом нарастить. Пока что на чистовую форму не делаю, потому что окончательно будем придавать после поднятия. Кладу палец на бок для того, чтобы опилить нижнюю параллель ровно. На большом пилочку сразу завожу под ноготь, чтобы исправить скручивание. Выполним маникюр, приподнимая кутикулу фрезой пламя 0,23 с красной насечкой. Затем срежем ножницами, выполним комбинированную технику, потому что кутикула у данной модели жирная и объемная. Такую кутикулу в шутку я еще называю звезда Инстаграма. Именно такой тип, который срезается единой колбаской. Выполняю срез, и как видите, кутикула настолько объемная, что мне приходится делать второй проход ножницами. Но вообще считаю, что мастер молодец, что хотя бы смотрела ролики из YouTube, потому что некоторые ничего не смотрят и портят ногти клиентам. А так, конечно, лучше идти в школу для того, чтобы инструктор поставил вам руку, указал на все нюансы и ошибки, и учиться правильно, а не на своих ошибках. Обезжириваем ногти, подготавливаем к покрытию. Праймер дополнительно наносить не буду, ногти у моей модели сухие, а используемая база кислотная, поэтому дополнительное нанесение праймера не требуется. Базу наношу в виде подложки тонко. Сразу на все 5 ногтей и отправляю на просушку на 30 секунд. Для коррекции буду использовать акригель молочного оттенка, потому что в дальнейшем мы планируем градиент дизайн, он лучше будет смотреться на молочном, а также жидкость для разравнивания акригеля. На нижние формы нарастим мизинец, подставляем по направлению немного вниз, для того, чтобы ноготь этот не выбивался из общей массы остальных. Если поставить форму ровно, относительно других, он будет казаться вверх растущим. Сделала насечки из точек роста. Устанавливаем и обжимаем форму.
Моделировать будем в 2 шарика. Для подложки набираю маленькую каплю, ставлю на форму. Подложка должна быть тонкой и отправляю в лампу на просушку. Сейчас молочные оттенки весьма популярны, и я нашла идеальные от марки Имень. Пишите в комментариях, какие бренды молочных акригелей вы можете посоветовать. Сжимаю формочку, отделяю задние ушки, убираем форму. И теперь можем выстраивать архитектуру. Для этого набираю шарик большего размера, приблизительно зеленый горошек. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. Стараюсь выкладывать акригель сразу на готовность, снимаю лишнее и обратно кладу в баночку. Для поднятия клюнувшего указательного разобьем работу в 2 этапа. Первым шариком достроим высоту на свободном крае и вторым архитектуру. Один толстый шарик акригеля просто не просохнет внутри, что может привести к слому ногтя. Смотрю при виде сбоку, представляю себе прямую линию от точки роста до свободного края и поднимаю на нужную высоту. Тут же выкладываю и на средний. Важно границу верхнюю свести на нет, для того, чтобы не было отслоек. На безымянном немного не хватает длину, вытягиваем ее по воздуху акригелем. На большом на самом деле еще не хватает высоты, мы ее добавим вторым шариком, отправляем на просушку. Теперь достраиваем у кутикулы. Ставим шарик большего размера в зону апекса, под углом 45 градусов проталкиваем кутикуле. Важно соблюдать отступ в 0,5 мм, для того, чтобы не было затеков. И протягиваем материал пузиком на себя. На этом этапе важно хорошо просушить акригель не менее 1 минуты. Конечно, акригель для такого способа восстановления архитектуры наиболее удобен, так как не растекается и можно сразу выложить нужную высоту. Главный минус такой коррекции в расходе материала. Он очень большой. Поэтому, если вы умеете быстро подставлять шаблоны, то, конечно, будет проще все срезать и нарастить. В таком случае расход будет куда меньше. Теперь снимаем липкий слой с поверхности и приступаем к опилу. И его начинаю с нижних параллелей, заводя пилку под ногтевую пластину. Моя задача сделать ровную линию от точки роста до свободного края под всю плоскость и совершаю длинные движения в обе стороны. Главное придерживать палец клиента, чтобы не было больно. Подняли ноготочек, а теперь придаем форму миндаль. Для ровности опиливаю поверхность. Кстати, еще один из способов поднять клюнувший кончик. После первого шарика акригеля архитектуру выстроить гелем в технике без опила. Так получится даже быстрее. Периодически очищаю пилку щеткой, потому что она забивается акригелем. Конечно, пилкой трудно выпилить такой объем, как на большом пальце. Поэтому изнутри выпиливаю насадкой, а затем уже придаю форму. Переворачиваем и необходимо выпилить всю толщину изнутри. Обезжириваем. На мой взгляд, ногти уже выглядят красиво, но мы уже изначально решили, что будем делать градиент с молочной базой, поэтому не будем отступать от плана. Выполним омбре по-сухому разноцветными гель-лаками. Поставила гель-лаки в порядке их нанесения и будем чередовать. Один у кутикулы, другой на свободном крае. Затем тот, который был на свободном крае, у кутикулы и так далее. Наношу гель-лак на 1/3 ногтевой пластины, сначала с небольшим отступом от кутикулы, чтобы не было затеков. Кладу плотно в один слой
И теперь стягиваю край материала на себя кисточкой для омбре, сводя переход на нет. Когда выполнила переход, прокрашиваю кутикулы тонкой кистью. Просушиваю в лампе 30 секунд и затем на свободном крае наношу следующий оттенок. Отворачиваю кисточку от себя и растягиваю вверх. Похлопываю кистью, чтобы не было заметно перехода. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробнее. Этот дизайн прекрасен тем, что не нужно сильно стараться над градиентом, потому что сверху будет молочный материал, который скроет все недостатки. Следующий переход розово-синий, теперь голубо-бирюзовый. На безымянном бирюзово-салатовый, на мизинце салатово-желтый. Как я и говорила, это еще не все. Теперь мы наш дизайн покрываем молочным материалом. Это может быть гель, это может быть база. Если у вас нет молочного материала, смешайте его самостоятельно, белый с прозрачным. Важно не переборщить, буквально маленькую капельку ставим посередине, распределяем ее по бокам и переворачиваем ноготь для того, чтобы материал разровнялся. И вот наш градиент теперь абсолютно плавный. То же самое делаем на остальных ногтях. Сначала тонко промазываем всю поверхность, ставим каплю и разравниваем. С таким простым градиентом, считаю, справится каждый, а выглядит это очень эффектно. Но это еще не все. Добавим гель-лак с эффектом перепелиных яиц. Наношу тонко-тонко, продирающей кистью. Расставляю точки в нужном мне порядке. Теперь все, что нам остается сделать, перекрыть данный дизайн топом. Да, я знаю, что бывают топы с эффектом перепелиных яиц, но у меня такого не было. Топ наношу в средний слой для того, чтобы частички декора не топорщились. Наш потрясающий результат. Понравилось преображение? Пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте свои пальчики вверх. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!